Всем, кто мечтает построить дом своими руками, посвящается. В этом видео о рациональном утеплении дома. И в частности, ты узнаешь, как просто утеплить кровлю снизу, чтобы стекловата не упала на голову. Для тех, кто наблюдает за строительством этого дома с первой части, не секрет, что основной задачей перед его строительством стала минимализация теплопотери, то есть чтобы дом был теплым. Меня зовут Гена, и мы с супругой Витой помогаем строить этот дом моим родителям. Им надоело платить по $1000 в сезон за отопление, а реконструировать старый каменный дом оказалось нерационально. Поэтому и было принято решение построить небольшой комфортный дом, отопление которого было бы доступно 2 пенсионерам. О пошаговом строительстве этого простого доступного дома мы с супругой снимаем подробные видео. Так что если эта тема тебе интересна, подпишись на наш канал. При возведении кровли в прошлом году мы в спешке так и не заложили в нее утеплитель, оставив эту неприятную процедуру на потом. Тогда мы собрали стропильный каркас, накрыли его ветрозащитной паропроницаемой мембраной и прикрутили кровельный профнастил. Под видео о кровле многие заметили, что перед обрешеткой мы не сделали контр-обрешетку. Да, здесь мы также упростили себе задачу, так как некоторые производители мембран при наличии вент-зазора между утеплителем и мембраной допускают отсутствие контр-обрешетки. Утеплитель как раз мы и разместим между балок перекрытия, так что в стропильной части будет воздушная прослойка. Ну а для тех, кто утверждает, что наша обрешетка без контррейки сгниет за пару лет, специально весной после отопительного сезона я залезу на кровлю, откручу один лист и проинспектирую состояние обрешетки. И естественно этим опытом поделюсь с вами. Перед утеплением кровли, для того чтобы облегчить себе задачу, мы смонтировали пол 2-го этажа. О настиле пола также в скором будущем выйдет видео. Приоткрыв завесу, могу лишь сказать, что мы выбрали для настила пола один из самых практичных и доступных вариантов – настил деревянной шпунтованной доской. Для укладки утеплителя в кровлю над лестничным проемом нам пришлось соорудить подобие лесов. Их мы скрутили из 2 досок с опорой на лестничную площадку. Доски также закрепили саморезами через брусок к полу 2-го этажа. Закрепленная по краям треугольная конструкция получилась очень устойчивой. И при этом еще и осталось место для прохода по лестнице. В эту конструкцию мы добавили еще одну доску, которая придавала работе на лесам большей безопасности. Из этих лесов будет удобно не только укладывать утеплитель, но также производить шпаклевочные и малярные работы. Перед укладкой утеплителя на кромке газоблочной стены мы также сформировали с помощью доски выступающие четверти. Они нужны для крепления гипсокартона к потолку, так как для обшивки гипсокартоном потолка мы не будем формировать отдельного металлического каркаса и прикрутим гипсокартон прямо к деревянным балкам перекрытия. При монтаже этих балок перекрытия мы выбирали хорошие ровные доски, поэтому перепад высоты нижней кромки составил у них не более 5 мм. Этот перепад мы не стали выравнивать с помощью рубанка и посчитали его незначительным для обшивки гипсокартоном. Утеплять кровлю мы будем минватой на основе стекловолокна. Мы выбрали рулонный вариант, так как он более доступный по цене, а также из него можно вырезать выкройки большего размера, минимизируя количество стыков. Монтируя балки перекрытия, мы выдержали расстояние между ними в 58 см, чтобы для их заполнения хватило как раз половины рулона. Для резки рулона минваты нам было удобнее всего использовать большой кухонный нож. Предварительно наострив нож и разметив середину разреза, легко разрезаем рулон минваты на 2 половины. В отличие от стен, на 1 квадратный метр площади кровля теряет больше тепла, так как более теплый воздух внутри помещения концентрируется под потолком, создавая больший перепад между внутренней и наружной температурой. И так как стена и кровля у нас из разных материалов, нужно сравнить их теплопотери. Сделать это легко, так как производитель указывает коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности нашего газоблока D300 8 сотых. Коэффициент теплопроводности стекловаты 4 сотых.
Соответственно, наша газоблочная стена толщиной в 300 мм равняется 150 мм утеплителя из стекловаты. А так как кровля ввиду вышесказанных особенностей теряет тепла немного больше, то мы увеличили толщину утеплителя в нашей кровле до 200 мм. Мы вырезали две выкройки по 10 см заданного размера и слаживали их вместе со сдвигом, чтобы примыкающие стыки немного перекрывались. Потом скручивали эту общую выкройку с толщиной в 20 см в плотный рулон и вставляли этот рулон в распор между балок. Половина рулона имеет ширину 60 см, и в 58 сантиметровый зазор между балок рулон вставлялся достаточно плотно. Но если его развернуть, то выкройка держалась плохо и утеплитель выпадал из каркаса прямо на голову. Так что после вставки рулона проем я зашивал шнуром. И вот вам лайфхак, как получить шнур бесплатно. Меняя в своем доме фильтра для воды, мы почти всегда покупаем картриджи из полипропиленового шнура. И отслуживший свой срок, фильтруя воду, после демонтажа мы промываем их водой и сушим на солнце, получая таким образом бесплатный неиссякаемый источник полипропиленового шнура для бытовых нужд, так сказать, вторичное использование. Изначально фильтрующий картридж стоит недорого, а на разрыв он достаточно прочный и без проблем выдержит нагрузку от утеплителя. Шнур крепим с помощью степлера, попеременно прибивая его зигзагом к двум балкам. При этом шаг в 30 см оказался достаточным, чтобы утеплитель лежал на шнуре ровно и не провисал. Таким же способом мы закрепляли утеплитель в потолке и в своем доме. По сути, это лучший способ фиксации минваты на потолке, который позволяет укладывать ее даже в одиночку. И да, если вы так же, как и мы, занимаетесь утеплением дома, хотите сэкономить время и деньги и при этом иметь качественный материал, то я смело могу порекомендовать вам строительный магазин Петрович. В этом магазине вы найдете по доступной цене не только широкий выбор материалов для утепления, но и большое разнообразие других товаров для строительства и ремонта. Выбор просто огромен. Практически для любого этапа строительства вашего дома здесь можно найти необходимый товар, будь то общестроительные работы, кровля, отделка или инженерная система. Тем более, что удобное оформление заказа займет у вас не более 10 минут. А если после завершения строительных работ у вас остались излишки, то их без проблем можно вернуть обратно в магазин. Так что, друзья, поверьте, в нелегком деле строительства всегда нужен помощник, и им для вас может стать магазин Петрович, который будет надежной опорой на любом этапе вашей стройки или же ремонта. Учитывая все преимущества магазина Петрович, я без колебаний его рекомендую. Также при раскрутке рулона между стропил очень важно хорошо его поправить. Руками прощупать все слои утеплителя и расправить их, прижимая к плоскости стропил. Эту процедуру нужно производить максимально тщательно по всей длине примыкания к стропилам, чтобы минимизировать воздушные мостики холода, которые здесь могут образоваться от неплотного примыкания. Своеобразным мостиком холода здесь может также выступить сама деревянная балка, так как коэффициент теплопроводности дерева такой же, как и у газоблока, 0,08, а это значит, что деревянная балка вдвое холоднее от той минваты, между которой она находится. И суммарная площадь мостика холода, созданного деревянными балками перекрытия в нашей крыше, составила около 2 квадратных метров. Этот мостик холода можно было бы убрать перекрестным утеплением, смонтировав на балке контрбрус с высотой в 50 мм и разместив между них один из слоев утеплителя с такой же толщиной в 50 мм. Но в общем, избыточные теплопотери этого мостика холода на кровле несравнимо меньшие с теплопотерями даже самого маленького окна в этом доме. Поэтому мы решили не заморачиваться с перпендикулярным слоистым утеплением крыши. И по этой же причине количество и площадь окон сведены к минимуму. Минимальное остекление в этом доме помогло нам уменьшить теплопотери через окна до 20% от общих теплопотерь дома. И это очень хороший показатель, так как в большинстве домов со стандартной площадью остекления, таком как, например, наш, где суммарная площадь окон занимает до 10% от площади стен, теплопотери через окна уже составляют более 40% от общих теплопотерь. И можно сделать вывод, что самый легкий способ добиться пассивного в отоплении дома – это просто уменьшить количество окон, что по сути мы и сделали в этом доме. Часть минваты мы использовали другой марки, так как она у нас осталась после утепления своего дома. Но в общей смете, которую мы посчитаем в конце видео, мы добавим и ее стоимость, чтобы цена, затраченная на материалы для строительства, была для вас актуальной.
Работы с укладкой минваты, особенно таким глупым способом сверху вниз, по ощущениям оказались самыми неприятными из всех строительных работ по дому. Мы отлаживали эту работу максимально долго, а когда к ней приступили, постарались выполнить ее в течение одного дня и закрыть побыстрее парабарьером. Для защиты легких пришлось весь день работать в маске, а гадская стеклопыль садилась на руки и лицо и проникала в щелях на одежде и вызывала жуткий зуд. И если испытать искушение утолить этот зуд, он только усиливался в разы. Ну а самым неприятным оказалось попадание стеклопыли в глаза, для защиты которых плотных очков у нас под руками не оказалось. Зуд в глазах преследовал меня еще 3 дня после окончания этой работы. Так что, друзья, не повторяйте нашу ошибку и не ленитесь утеплить кровлю еще на стадии ее возведения. После возведения каркаса снизу нужно было прибить парабарьер и легко и удобно уложить утеплитель сверху. Тогда бы эта процедура произвелась раз в 5 быстрее и несоизмеримо менее болезненно. После укладки минваты нам осталось лишь зашить его парабарьером. Часть фольгированного парабарьера у нас также осталась после возведения нашего дома. Ну а найти сейчас фольгированный парабарьер отрезной длины в нашем городке оказалось проблематично, и мы решили использовать обычный. Пароизоляцию мы фиксировали с помощью степлера, а швы проклеивали с помощью специального скотча. Роль парабарьера в подобной конструкции очень важна. Он препятствует перенасыщению утеплителя влагой и даже его намоканию. Чтобы объяснить его размещение именно с внутренней стороны утеплителя, я постараюсь просто объяснить этот процесс. 1 кубометр воздуха с температурой в 20 градусов может уместить в себе примерно 20 грамм воды. Если охладить этот кубометр воздуха до 0 градусов, то он сможет вмещать в себе уже только 5 грамм воды. 15 грамм из состояния водяной пары перейдут в жидкое состояние, в воду. Таким же образом в природе пар превращается в туман и облака. В массе утеплителя образовывается так называемая точка росы, когда охлаждающийся воздух уже не может выдерживать в себе такое количество пара и конденсирует его в толще утеплителя. Точка росы будет размещаться в массе утеплителя по-разному в зависимости от изначальной температуры и влажности помещения. Поэтому так важно оградить утеплитель как раз от внутреннего теплого воздуха, который и несет в себе больше влаги. И плотная паронепроницаемая пленка с этим справляется. А супердиффузионная паропроницаемая мембрана, которая находится над утеплителем под кровельным настилом, напротив, хорошо пропускает пар, и ее главная задача работать как ветробарьер, препятствуя выветриванию тепла из утеплителя, а также защищать утеплитель от возможно образовавшегося конденсата на металлическом кровельном покрытии при суточных перепадах температуры. Суммарная стоимость всех материалов для утепления кровли, которая включает 8 рулонов минваты, парабарьер и другие расходники, составила $200. Это увеличило суммарные затраты на весь дом на данный момент до $10 034. На утепление было затрачено 1 человека день, и суммарные трудозатраты на весь дом на данный момент составили 102 человека дня. Этой зимой мы испытаем как систему электроотопления, так и утепление дома в целом, и естественно поделимся этим опытом с вами. Ну а в конце зимы сделаем общий вывод по всей системе отопления и утепления, и при надобности внесем в дом изменения. Из первых дополнительных работ, которые мы рассматриваем, возможно станет монтаж теплого фасада и установка бюджетного рекуператора на вентиляцию, если мы такой найдем, или сделаем его самостоятельно. Строительство этого дома продолжается, и мы, естественно, будем выпускать интересные и полезные ролики о строительстве и ремонте. И чтобы не пропустить все эти видео, обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А если ты считаешь это видео стоящее внимания, поддержи его лайком и поделись с друзьями. А всем друзьям, которые и так поддерживают наш канал в развитии, огромное спасибо. Меня зовут Гена, канал My Galaxy, жизнь своими руками. Всем приятного просмотра других наших видео, ну а мы идем читать ваши комментарии.